Всем привет! Наконец-то я посмотрела сериал, который мне очень понравился. Называется он «Слабый герой». 2022 год. Сценарист и режиссер Ю Сун Мин. В ролях Пак Чи Хун, Че Хинук, Хон Гён. Сюжет. В школе, кажется, в средней учатся отличник Шиин, двоечник Сухо и вновь прибывший из другой школы Бом Сок. Обычно отличники не могут за себя постоять, но Шиин становился безумным и жестоким в своей ярости, но первым ни на кого не нападал. Сухой занимался в спортзале и умел драться. Бомсок не учился, но отличником не был, драться совсем не умел. В предыдущей школе его избивали, но он был приемным сыном депутата. Денег было много, и он мог купить дружбу за деньги. Эти трое сдружились, Сухой их защищал, но тут в их компании появилась девушка, и Бомсок стал ревновать ее к Сухо и обижаться, что она или Сухо не уделяют ему внимания. Сухо жил с бабушкой, все время подрабатывал и был взрослее, что ли, поэтому он как бы их опекал, наставлял, командовал ими. И Бомсока в какой-то момент это стало раздражать до такой степени, что он заплатил одному спортсмену, чтобы тот его побил. Вдумайтесь только. Друг заплатил, чтобы сбили друга. Поединок был честный до какого-то момента, но когда стал побеждать Сухо, другой дернул за ногу, тот упал, спортсмен воспользовался падением, ударил ногой по голове, потом этот бывший друг и вся свора стали наносить удары ногами по голове уже бессознательному Сухо. Смотрела я на все на это и думала, почему так происходит. Один учится, ходит дополнительно к репетиторам, не доставляет хлопот разведенным родителям, другой работает, помогает бабушке, занимается спортом, третий толком не учится, не работает, но его все обижают. А четвертый просто любит всех обижать, унижать. В общем, вспоминаю школу и понимаю, что дружбы втроем не получается. Если двое собираются без третьего, то третий ревнует, ну и так далее. Яркое тому подтверждение данный сериал. Не знаю, мне так не кажется. По-моему, просто этот Бомсок придурок. Тем более девушка в компании появилась, это уже немного другое. Единственное, только если бы она ему нравилась, как женщина, но по сюжету это не чувствуется. Так что странно к ней ревновать друга. Ну, а до нее они как раз втроем прекрасно общались. Как по мне, так я бы отошла в сторону. Ну, кто-то сблизился, ну, флаг им в руки. Найди других приятелей, или ходи сама по себе, или сам по себе. Кто-то не хочет здороваться, ну, на здоровье, и ты не здоровайся. Здесь соглашусь, сам не люблю здороваться, особенно с людьми, с которыми тесно не связан, так как их может быть очень много в жизни, а лица я запоминать не хочу. Или с теми, кто мне просто не нравится. У меня есть подобный опыт не в школе, а на работе. Я лет 15 не здоровалась с одной особой. Ничего страшного. Ну, чертыхайся про себя. Ну, перерезать тормозной шланг или заплатить кому-то за нанесение увечий, по-моему, это перебор. Сейчас столько возможностей. Занимайся, поступай в вуз, на грант, езжай в другую страну, зарабатывай, путешествуй. Не можешь учиться, занимайся спортом. Любишь драться? Запишись в секцию бокса. С хорошим тренером можно дорасти до профессионального боксера. Зарабатывать огромные деньги. То есть нет мозгов для учебы или лень. Работай кулаками, ногами на ринге, и деньги, и славу заработаешь, более или менее честно. Вот и избили они хорошего парня, ну лежит он в коме, а ведь он чей-то внук, сын, дядя, племянник. Как вот старая бабка без него будет обходиться? Шиин, конечно, их всех побил, но они живы и здоровы. В конце 8 серии Шиина согласилась принять только одна старшая школа. И все началось по новой. Опять подходит дебил и начинает гнилые разговоры. Шиину придется защищаться, потом опять останется крайним. В школе, да и в институте это обычное дело. Меня удивляет, что в Корее такое может быть, раз они снимают такие сюжеты. Ведь говорят, что там законы лучше работают. Странно, что подобные вещи не пресекаются на корню. Не знаю, я в восторге от этого сериала. Я уже 100 раз говорила, что люблю фильмы про месть, но в самом деле обидел кого-то, будь готов, что в ответ прилетит. Вот, например, Сухо отправили в кому. Били человека ногами, уже поверженного. Когда Шин пришел мстить спортсмену, будучи совсем неподготовленным в плане драк, он схватил гантели и стал дубасить спортсмена по ногам этими гантелями. Я считаю, что правильно. Если противник нечестен, значит и тебе можно. Заставка в начале каждой серии преимущественно черно-белая. Нога в кроссовках главного героя, ступающего в лужу. Саундтрек отличный. И все в тему, ну мне так показалось. Саундтрек в конце в титрах мне показалось слизан с Cypress Hill. Очень похоже. Стилистика может вообще такая у всех похожая, но даже мелодия как-то слишком похожа.
Актеры отличные. Бамсок похож на крысу. Сухо вроде не гламурный красавец, но мне очень симпатичен. Когда он отбивался от бейсболистов и уронил пенал Шиина, на его замечание, что драться надо не в классе, Сухо сложил губы в трубочку в ироничной насмешке, так по-доброму. Драться вообще не надо, надо пытаться решить все мирно, но когда приходит 5 человек с бейсбольными битами, тут уж не до выбора локации. И самое главное, что я плакала и думала, почему так происходит, ведь это наши дети могут оказаться в такой ситуации. Откуда столько жестокости, желания унизить, оскорбить, не понимаю. Я бы очень жестко подавлял на законодательном уровне такие вещи, если бы имел власть. Но в обществе это воспримут в штыки, и продвинуть такой законопроект просто не получится. Мне кажется, в этом вся проблема. А еще люди просто не видят в этом ничего страшного. Парадокс, но это так, сталкивался с таким. Проблемы будто и нет, они так искренне считают. Депутат все избивает приемного сына клюшкой для гольфа. Лучше бы денег не давал, тот бы не мог оплачивать заказные драки. Что-то мне пришла в голову мысль, а может все это происходит в Корее, потому что там родители любят избивать своих детей, а те в свою очередь вымещают злобу на одноклассниках или даже на друзьях. А еще мне понравился актер, высокий, с хвостиком, играл бандита Сокте. Симпатичный и добрый, хоть и бандит. Сцена, когда Сокте пришел на встречу с кузеном, тот ему: «Ты опоздал», Сокте с вызовом. «Да». Молчание. Сокте дерзко: «Мне что, извиниться?» То он не предполагал извинений. Вот такие сцены очень точно отражают суть характеров персонажей. Всем рекомендую, взрослым и детям. Отличный сериал. Повод задуматься, как воспитывать ребенка. Саундтрек отличный, заглавная песня просто гениальная. Кажущийся равнодушным вокал. В припеве главной песни есть такая фраза: «Теперь давайте не будем плакать». Пожалуйста. Да, давайте не будем плакать, только разве что при просмотре сериала. Всем пока. Пока.